А если я скажу вам, что в одной африканской стране стоит храм, вырезанный сверху вниз, из цельной скалы, без единого отдельного камня вкладки, и что из земли той же страны достали существо, которое ходило прямо на двух ногах 3 миллиона 200 тысяч лет назад? Оба факта настоящие, и оба про Эфиопию. И это лишь края одной длинной истории. Сегодня мы рассмотрим 7 мест, и каждое следующее уводит глубже предыдущего, пока под ногами не окажется дно, которого, как выяснится, вообще нет. Я собирал этот материал не одну неделю, и вот что понял по дороге. Начало здесь все время отодвигается, думая, что дошел до самого древнего, а рядом лежит то, что еще на миллион лет глубже. Вот вам первое место, чтобы не забыть. Крупнейший каменный столб, который люди в древности вообще пытались поставить вертикально, лежит сегодня расколотый на земле, и до сих пор никто толком не объяснил, как его собирались поднимать. 520 тонн, к нему мы дойдем немножечко дальше. И еще одно, приберегу на самый конец. Из той же долины, где нашли 3-миллионнолетнее существо с мозгом размером с апельсин. Потом достали скелет еще старше, на миллион с лишним лет. Его раскапывали и собирали почти 20 лет. Почему так долго? Расскажу в финале. Причина одна. Кость там рассыпалась от одного касания. И есть ощущение, что все это показывает порознь и в полголоса. Стелы отдельно, кости, храмы. Сложи в одну линию и получится неудобная картина. Слишком много из того, что мы привыкли считать началом, начинается именно тут. Поехали. Первая остановка. Север Эфиопии. Регион Амхара. Городок Лалибелла. 645 километров от столицы. Высота около 2500 метров над морем. Вы идете по ровному каменистому плато. Вокруг обычная деревня с круглыми домами из красного камня. И вдруг земля перед вами обрывается вниз, в глубокую яму. На дне ямы стоит церковь. Целая, с крышей, стенами, окнами, дверьми. И все это вырезано из одной скалы. Сверху виден только крест на кровле. Это Бета-Георгис. Церковь Святого Георгия. Ее не складывали из блоков. Мастера взяли монолитный кусок вулканического туфа и убрали все лишнее. Снаружи и изнутри. Работаю сверху вниз, оставив только храмы. Глубина котлована около 15 метров. Смотришь сверху и видишь идеальный греческий крест, вырезанный прямо в грунте. Таких церквей в Лалибелле 11. Они делятся на две группы, соединенные тоннелями, траншеями, прорубленными в скале. Внутри этих переходов темно и прохладно. Даже в полуденный зной шаги отдаются эхом, и кое-где приходится идти на ощупь. Самая большая из церквей, Бете-Метхане Алем, считается крупнейшей в мире монолитной постройкой, высеченной из скалы. Почти 34 метра в длину, около 24 в ширину, ее несут 72 колонны, вырезанные из того же массива. В путеводителях любят красивую легенду, будто бы царь Лалибелла из династии Загвы построил весь комплекс всего за 23 года, и будто бы по ночам ему помогали ангелы. Так рассказывают паломникам. И в этом есть свое обаяние. Гиды у входа в церковь Святого Георгия до сих пор показывают выемки в камне, которые называют следами копыт коня святого. Только археологи, которые копали и датировали кладку, склоняются к другому. Часть церквей, судя по всему, старше самого царя Лалибеллы, а комплекс складывается в несколько этапов, растянутых на века, и отдельные постройки уводят к временам задолго до 30-го столетия. Один правитель и 23 года. Это удобная строчка для таблички. Живой памятник оказался сложнее. Замысел, впрочем, известен. После того, как в 1187 году армия взяла Иерусалим, и дорога паломникам на Святую Землю фактически закрылась, Эфиопия решила вырубить свой Иерусалим у себя дома. Реку рядом назвали Иорданом, одну из церквей связали с Голгофой. Внутри устроили подобие гроба Господня. И вот тут стоит присмотреться к странностям. Эти храмы вырезали вглубь земли, примерно в то же десятилетие, когда в Европе тянули вверх готические соборы. Одни поднимались к небу, другие уходили в камень, и вторые почему-то помнят гораздо хуже. Хотя внутри до сих пор идет служба, а на большие праздники сюда стекаются десятки тысяч паломников в белом. Напишите в комментариях, из какого вы города смотрите, может быть страны, может быть какого-то континента. Мне правда интересно. А мы идем дальше. Вторая точка уводит на юг, в зону Гураге, на поле под названием Тия. Представьте открытую травянистую равнину, ветер в лицо, редкие деревни, и посреди этого ровного пространства из земли торчат каменные плиты. 36 монументов, из них 32 плиты, покрытые резьбой. Высота до 5 метров, если считать вместе с закопанной частью. Камень, из которого они вырезаны, реолит, внесенный в список всемирного наследия в 1980 году. А теперь то, из-за чего Тия не отпускает.
На плитах вырезаны знаки, много мечей, и рядом с мечами другие символы, которые попросту не читаются. Расшифровать их не удалось. Французская экспедиция копала здесь и датировала захоронения примерно 11-13, по другим оценкам вплоть до 15 века нашей эры. Под плитами лежат погребения. Люди в основном молодые, от 18 до 30 лет, уложенные в согнутом положении. А вот кто эти люди, какому народу принадлежали, что означают мечи и остальные знаки на камне, сказать не может никто. Музейная табличка честно пишет «Культура», чей возраст пока не удалось точно установить. Обратите внимание на несостыковку. Тия моложе многих мест, куда мы еще пойдем. Ей всего несколько веков. И при этом про нее мы знаем меньше, чем про то, что старше ее на 1000 лет. 33 плиты выстроены вдоль одной оси, метров на 45. Чуть в стороне еще небольшая группа. И это лишь одна площадка из примерно 160 похожих, разбросанных по округе Соддо. Такие же резные стелы тянутся дальше, границы нынешнего Джибути. Целый пласт народа, который ставил над своими мертвыми камни с мечами, и все это как будто выпало из общего рассказа. Стоят себе плиты в поле, мечи смотрят в небо, и объяснить их некому. Третья остановка возвращает нас на север, и древний Аксум, регион Тыграй, высота больше 2000 метров, у подножия Адуанских гор, и здесь размах меняется. Это была столица настоящей империи. Персидский мыслитель Мани еще в 3 веке ставил царство Аксум в один ряд с Римом и Персией, как одному из великих держав своего времени. Аксум черканил собственную золотую монету, одну из первых в Африке, торговал с Римом, Индией, Аравией, а в 4 веке принял христианство и оставил после себя каменные стелы, от которых становится не по себе. Подойдите к самой большой, 33 метра длины, вес около 520 тонн. По оценкам специалистов, это крупнейший цельный каменный монолит, который древние люди вообще когда-либо пытались поставить вертикально. Высечено со всех сторон и изображает многоэтажное здание, что-то вроде 13-этажной башни, с сложными дверьми и окнами. И она упала, скорее всего рухнула прямо во время попытки ее поднять, обрушившись на соседнюю каменную камеру погребального сооружения. Единого ответа нет до сих пор. Вырубить в каменоломне и притащить за пару километров они сумели. Поднять не смогли. Стела так и осталась лежать расколотой. И вы можете подойти вплотную и провести рукой по резьбе. Рядом стоит вторая стела царя Экзаны за 20 метров высотой. Изображает уже 9-этажное здание, единственное из великих, что не упало и никуда не переезжало. Все аскумские стелы, кстати, обращены на юг, будто провожают солнце. А про третью стоит рассказать отдельно, потому что тут вступает совсем другой мотив. В 1937 году, во время итальянской оккупации, войска Муссолини распилили одну из этих стел высотой 24 метра и весом около 160 тонн на куски и вывезли в Рим. Там ее собрали и поставили как военный трофей, напротив Министерства по делам колоний. По соглашению с 1947 года Италия обещала вернуть монумент. Тянуло десятилетиями. Стелла вернулась в Аксум только в 2005 году. Ее везли частями на тяжелом транспортном самолете Ан-124. И перевозчик потом говорил журналистам, что это был самый тяжелый груз в его истории, когда-либо поднятый в воздух. Заново установили ее на родине в 2008, работами руководила команда под эгидой ЮНЕСКО, операция обошлась почти в 8 миллионов долларов. Вот и скажите, стоит спросить, почему часть этой истории пришлось выкупать и вымаливать назад почти 70 лет. Держава, которую ставили вровень с Римом, а ее главным памятником десятилетия украшал чужую площадь как приз, и ведь дело не только в одной стеле. От Эдзаны осталась еще каменная надпись сразу на 3 языках, на греческом, сабейском и древнееврейском гейзе. Одно из важнейших письменном памятнике для истории всей древности. Само царство начало клониться к закату примерно в 8 веке, когда сместились торговые пути по Красному морю. К 9 столетию город почти опустел, и былая столица 3 континентов превратилась в тихий пыльный городок, каким по сути осталось и сегодня. Об этом не то что молчат, просто рассказывают тихо, между делом, будто неловко. 4 точка. И время резко проваливается. От Аксума километров 50 город Еха, все тот же Тыграй. Еще на подъезде доносится сухой запах нагретого камня и ладана, потому что рядом действует монастырь, а над деревней возвышается прямоугольная башня из светлого камня. Глухая, без единого окна, суровая. Это храм Ехи, и это, по всей видимости, древнейшее стоящее здание Эфиопии и одно из древнейших стоящих каменных сооружений
сооружений во всей Африке, к югу от Сахары. Датируют его примерно 700 годом до нашей эры. Это уже эпоха царства Дымт, задолго до Аксума и до христианства. Государство тесно связано с сабейской культурой Южной Аравии, с той самой Сабой, откуда по преданиям царица Савская. Храм посвящали богу Луны, Альмакаху. Сложен он в сухую, без раствора. Огромные тесанные блоки, некоторые в несколько метров длиной, привезенные издалека, подогнаны друг к другу так плотно, что здание простояло около 2700 лет подряд. Пятиметровый проем ведет внутрь, и просторный зал, где сохранился углубленный в бол бассейн, судя по всему, для обрядов. Интересно, что радиоуглеродный анализ самой башни не делали? Возраст вывели, сравнивая ее с южноаврийскими постройками и опираясь на местные надписи. А превосходную сохранность объясняют просто. Примерно в VI веке нашей эры храм переосветили под христианскую церковь. За ним стали ухаживать, и он дожил до нас. Немецкая эфиопская экспедиция во главе с исследователями Германского археологического института до сих пор раскапывает рядом постройки, которые могут оказаться еще древнее самого храма. И вот тут я поймал себя на том, что снова полез сверять даты. Только что мы стояли у стел 4 века нашей эры и удивлялись, а это на 1000 с лишним лет раньше. И она все еще стоит, целая, под собственным весом, без цемента. И снова та же история повторилась на новом витке. Начало здесь все время отодвигается. Официальная версия скупа. Сабейское влияние, торговые контакты через Красное море, южноаврийские мастера. Все так. Только чем дольше копают вокруг Ехи, тем очевиднее, что цивилизация тут была своя. Сложная и старая, а вовсе не бледный отблеск чужой. Об этом редко говорят громко, потому что так удобнее укладывать историю в знакомую колею. 5-я остановка. И мы переступаем черту. До сих пор речь шла о постройках и надписях, о том, что сделали руки. Дальше речь пойдет о самих людях. Северо-восток страны, впадина Афар, район Среднего Аваша. Сухая раскаленная долина, где под ногами хрустит пыль и обломки древних вулканических слоев. Стоит жара, от которой к полудню трудно дышать. В 1997 году международная команда под руководством Тима Уайта из Калифорнийского университета в Беркли вместе с эфиопским исследователем Берхане Асфау и геологом нашла тут возле селения Херто человеческие черепа. Помог, как ни странно, климат. Сильные дожди того года, связанные с явлением Эль-Нино, размыли грунт и обнажили слои. Черепа взрослых людей почти современного вида лежали среди костей гипопотамов и каменных орудий. Их датировали радиоизотопным методом по вулканическим слоям. Возраст датировали между 154 и 160 тысячами лет. На тот момент это были древнейшие достоверно датированные останки нашего вида из всех, что были описаны, и они заполняли давнюю дыру в летописи, между 300 и сотней тысяч лет назад, где почти ничего не было. Работа вышла в журнале Nature в 2003 году. Уайт с коллегами сочли, что черепа чуть выходят за пределы изменчивости современного человека и выделили их в подвид. И тут же начался спор, который не закрыт по сей день. Крупный специалист Крис Стрингер из Лондонского музея естественной истории еще в отклике на ту статью засомневался, достаточно ли эти черепа своеобразные, чтобы городить новый подвид. Позже другие исследователи сравнивали находку с материалом из иных мест, приходили к выводу, что название Идальту, пожалуй, не то, не оправдано. Версий несколько, ни одна вопрос не закрыла. И это, если вдуматься, само по себе поразительная вещь. У нас есть лица людей, живших 160 тысяч лет назад, мы можем смотреть им в глазницы и до сих пор не договорились, как правильно называть наших же предков. 6-я точка совсем рядом. Тот же юг страны, долина реки Омма, местность Кибиш, и вот здесь я обещал вернуться к вулкану. В 1967 году команда под началом знаменитого охотника за древностями Ричарда Лика нашла в этих слоях останки человека, которого назвали Омма-1, и рядом второго, Омма-2. Череп с плоским лицом, высоким лбом, выраженным подбородком, все вполне современное, классический ранний Homo sapiens. Долго не могли понять, сколько ему лет. Сначала по раковинам пресноводных моллюсков вышло около 130 тысяч лет, потом уже точнее по вулканическому туфу около 197 тысяч. А в 2022 году международная группа под руководством вулканолога Селин Видаль из Кембриджа вместе с эфиопским геологом зашла с неожиданной стороны. Вместо того, чтобы датировать кость, они датировали вулкан. Над слоем в останке лежит пепел от колоссального извержения вулкана Шала в Эфиопском рифте.
Раскопали и датировали отложения этого извержения. И оказалось, что человек Омма жил раньше него, то есть минимум 230 тысяч лет назад. Одним ходом возраст древнейшего нашего предка в Восточной Африке отодвинули еще на 36 лет вглубь. Один из авторов той работы сказал прямо: теперь это древнейший бесспорный Homo sapiens во всей Африке. Вот так работает эта земля. Дату человеку тут назначил вулкан над его костями. И посмотрите, что происходит по ходу нашего спуска. Сначала думали, что древнейшему человеку здесь около 130 тысяч лет, потом 197, потом 203. Каждое новое исследование приближает нас ко дну, оно опускает нас еще ниже. Эти находки вместе с черепом из Марокко возрастом за 300 тысяч лет вообще сдвинули картину, получившийся наш вид складывался понемногу по всей Африке, а не в одной единственной точке. И дату Омма, что почти забавно, до сих пор нет-нет, да и уточняют, почти всегда в одну сторону. 7-я остановка. Мы у самого дна. Возвращаемся во впадину Афар, в местность Хадар, и это край нашего спуска по времени. 3 миллиона лет вглубь. Утро 24 ноября 1974 года палеантрополог Дональд Джоан Хон из Квинслендского музея естественной истории и его аспирант Том Грей размечают участок в раскаленной пыльной низине. Джохансон замечает торчащий из грунта обломок кости руки, поднимает глаза, видит рядом еще фрагмент. К концу работы склона достали около 40% одного скелета, женского. Существо ростом чуть больше метра, с мозгом чуть крупнее апельсина, которая при этом уже ходила прямо на 2 ногах. В тот же вечер в лагере на повторе крутили песню Битлз про Люси в небе с алмазами. Скелеты назвали Люси, а по-амхарски ее зовут Дынкин-Неш, что значит «ты прекрасна». Возраст около 3 миллионов 200 тысяч лет. Люси перевернула один давний спор. Мозг у нее был совсем маленький, но ходила она уже на 2 ногах. Значит, прямохождение пришло раньше. Есть даже осторожная версия, что Люси при жизни немало времени проводила на деревьях, и с деревом же связывает ее гибель. Хотя тут исследователи до сих пор спорят. И тут пора поправить очень распространенное заблуждение. Почти все уверены, что Люси и есть первый человек. Самый древний наш предок, начало рода. Так вот, все сложнее. И правда, интереснее выдумки. Люси не человек в строгом смысле, не представитель рода Homo, она австралопитек. И она не самая древняя, потому что в том же среднем Аваше, начиная с 92 года, другая команда, снова с участием Тима Уайта, раскапывала скелет еще старше. Ему 4 миллиона 4 тысячи лет. На миллион с лишним лет древнее Люси, а у Арди ки уже притупленнее, ромбовидные, совсем не похожие на звериные кинжалы обезьян. По этой мелочи в зубах ученые и поняли, что перед ними ранний член нашей семьи. Вот и обещанная в начале причина, почему Арди собирала почти 20 лет. Работу начали в 92-м, а полностью результаты опубликовали только в 2009-м, и журнал Science назвал это открытием года. Кости в тех слоях за миллионы лет стали хрупкими, до того, что рассыпались от касания. Их приходилось укреплять прямо в грунте, снимать вместе с породой, месяцами вычищать в лаборатории под иглой и микроскопом. Почти 2 десятилетия работы ради одного скелета. Когда я об этом читал, меня это зацепило. Зацепило именно это упрямство. Люди, которые по крупицам полжизни собирают существо, умершее 4 миллиона лет назад, за 1000 километров от собственного дома, в пыли, под немыслимым солнцем. И вот мы стоим на дне, которого нет. Давайте сложим спуск целиком, одним движением. Церкви, вырезанные вглубь скалы. Поле с мечами на камнях, которые никто не прочел, упавший каменный гигант в империи, что стояла вровень с Римом, глухая башня, простоявшая без раствора 27 веков, лица людей, живших 160 тысяч лет назад, череп, чей возраст назвал вулкан, и скелет, с которого начинается вся наша ветка. Все это одна страна. Если выложить это в ряд, трудно отделаться от мысли, что привычная карта прошлого нарисована неаккуратно. Мы привыкли, что Великое начинается где-то там, у Средиземного моря, в знакомых главах, а тут в одной африканской стране лежат слой за слоем и храмы, и империя, и первые люди, и предки первых людей. И дело, скорее всего, не в злом умысле, не в том, что кто-то нарочно это прятал. Скорее в том, что так спокойнее. Неудобную находку проще показать отдельно, чем строить в общую картину, где она все переворачивает. Один вопрос я оставлю вам, потому что у меня самого честного и верного ответа нет.
Если древнейшего нашего предка нашли именно здесь, и человека современного вида нашли именно тут, в Эфиопии, первую в этих краях великую державу построили здесь, почему в общем рассказе «Откуда мы» Эфиопия почти всегда стоит где-то с краю? Моя догадка простая. Слишком многое пришлось бы переписывать. Легче оставить как есть. Может быть, поэтому сюда и едут археологи со всего света. Сезон за сезоном копают в той же пыли, под тем же палящим солнцем. Они, кажется, давно поняли, что мы только что прошли за 7 остановок. Начало здесь все время отодвигается. Если вы досмотрели до этого места, напишите в комментариях, какое из этих 7 находок зацепило вас сильнее. Мне, правда, это поможет понять, о чем делать выпуск дальше. Поставьте лайк, если было интересно, и подпишитесь, чтобы не потерять канал. Следующий спуск будет не менее крутым. До встречи!